Дорогие братья и сестры, сегодня мы услышим историю из священнического наследия. Один священник в небольшом городе служил, и к нему любили приходить прихожане. И в воскресной литургии были, и слушали его проповедь, и целовали крест, и расходились по домам. И вот священник заметил, что уже третье воскресенье подряд на богослужении нету одного прихожанина. Этот прихожанин, может, не так участвовал много в жизни прихода, но он уже более десятков лет ходил каждый воскресный день и праздники на богослужение. И священник это заметил и решил прийти к нему. В те времена, это были времена дореволюционные, и было благочестивым обычаем посещать своих прихожан. И вот священник пришел в дом своего прихожанина. Постучавшись, он увидел, что дверь приоткрыта, и зашел туда. Перекрестился на иконы и увидел прихожанина, который сидел в кресле у камина. И прихожанин молча пригласил его сесть рядом. Священник сел рядом, и они молча смотрели, как весело потрескивают дрова в камине, как жарко от них, как красивое пламя, горящее от этих дров. И вот молча они сидели. Тогда священник взял щипцы, вдруг встал и самую большую головешку, которая горела красивым пламенем, ярким пламенем, он ее щипцами отодвинул от общего пламени, и произошло то, что через малое время она вдруг перестала гореть пламенем, начинала тухнуть и буквально почти тлела. Тогда священник снова встал, снова взял эту головешку и снова положил ее в общее пламя. И снова она тут же ярко загорелась, и тут же начала трещать и весело играть ярким пламенем. И священник встал и собирался уже уходить. У дверей его откликнул прихожанин, впервые сказал за этот вечер к нему такие слова: «Спасибо вам за безмолвную проповедь у камина. Я завтра обязательно в воскресный день приду в храм». Дорогие братья и сестры, мы в храме едиными усты, единым духом, соборным богослужением славим Бога. И, конечно же, мы вместе возгораемся сердцами. В доме Бога Отца моего пребывает, должно мне быть. Поэтому, приходя в храм, мы приходим, чтобы гореть, горе иметь сердца. И сказано в Шестом Вселенском соборе, в 80-м правиле, что кто не был 3 воскресенья подряд на протяжении 3 недель, то он извергается. Но сейчас нету такого извержения. Но получается так, что мы сами себя отнимаем от пламени горящего, в сторонке тлеем и, как говорится, тухнем. И можем ли мы быть мертвыми? Но Господь говорит следующие слова, что человек, услышавший Слово Божие, живет. И действительно, слышат Слово Божие те, кто не слышал, и могут ожить, если внутри сердца услышат. И слышат Слово Божие те, кто перестал ходить, а не Слово слышат Слово Божие и оживают. Поэтому мы должны бежать в храм Божий для того, чтобы быть живыми, для того, чтобы возгораться в общем пламени, едиными усты славить Бога и, расходясь домой, быть уже теми горящими для своих родных и близких сердцами, чтобы снова в воскресный день снова вместе собраться и не быть мертвыми. Да будем мы живыми и горящими пред Богом. Храни вас Господь.